3 простых рецепта в одном ролике. Румяная печеная картошка, пряная полезнейшая скумбрия и ароматнейший шашлык в домашних условиях. И каждое из этих блюд я готовлю без добавления жира. Отличное блюдо на каждый день. Продолжайте смотреть, будет очень вкусно. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная», и для сегодняшнего ролика я приготовила целых 3 рецепта. Это видео будет в формате подборки. В моем кухонном арсенале интересное пополнение – это аэрофритюрница от компании Рамит, и сегодня я и хочу показать ее возможности, благодаря тому, что продемонстрирую разные рецепты. Прибор небольшой, но при этом очень многофункционален. Это очень интересная тема для тех, у кого кухня маленькая, куда не впихнешь, например, даже полноценную духовку полноразмерную. Она сочетает в себе и функции аэрофритюра, то есть мы готовим блюда, которые похожи по своим функциям на фритюрные, но при этом с минимальным количеством жира, а то и вовсе без него. Кроме того, этот прибор заменяет собой небольшую духовку, гриль или же дегидратор. Благодаря тому, что в нем есть функция настраивания температуры, времени, можно обойтись без огромного количества приборов и огромное количество блюд готовить именно при помощи аэрофритюрницы. Прибор небольшой, компактный, хорошо собран. Стекло аэрофритюрницы двойное, что минимизирует потери жара во время приготовления, а это значит, что готовится все быстро и равномерно. Есть 16 предустановленных программ, плюс для каждой можно вручную корректировать время и температуру. Кроме того, есть возможность задать все параметры вручную в своем режиме. Дополнительно в приборе есть возможность готовить блюдо с отложенным стартом. Также можно регулировать то, как будет идти приготовление при помощи верхнего нагрева, нижнего и верхнего, плюс можно подключить вертел для более равномерного приготовления овощей, мяса, птицы. Любителей картошки фри миллионы, и приготовить ее без классического фритюра – это настоящий кайф. Экономим калории, а блюдо получается очень вкусным. Мечта, а не блюдо. Список ингредиентов в описании под роликом. Очищаю картофель. Для фри в аэрофритюрнице Рамит я беру картофель не очень крахмалистый. В данном случае это розовый, он отлично подойдет. Теперь нарезаю клубни длинными кусочками, около сантиметра-полутора толщиной. Отправляю кусочки в воду, чтобы убрать лишний крахмал. Споласкиваю кусочки и выкладываю на бумажные полотенца, чтобы хорошо просушить их. Приправляю картофель. Тут можно добавлять те специи, которые нравятся. Я беру соль, орегано и порошок с сыром. Перемешиваю до распределения. Помимо того, что эта аэрофритюрница сама по себе прибор 4 в одном, к ней есть еще и разные дополнения, которые еще сильнее расширяют ее возможности. В базовый комплект аэрофритюрницы Рамит входит поддон для жира и соков, стандартная решетка, лоток-сетка, вертел и цанга. В расширенном комплекте есть также корзина с ручкой, шампура, корзина-барабан, высокий держатель плюс держатель для хлеба, клетка для стейка, лоток для сушки, сковорода прямоугольная и круглая жаровня. Это расширяет возможности аэрофритюрницы до бесконечности. Картошку я буду запекать в корзине-барабане. Отправляю кусочки внутрь. Важно не заполнять его полностью, чтобы кусочки могли перемещаться в процессе. Так приготовление будет равномерным. Выбираю программу овощи, время 25 минут. Устанавливаю барабан внутрь и активирую режим вертел, чтобы запустить вращение барабана. Готовую картошку извлекаю при помощи цанги, чтобы не обжечься. Она входит в комплект аэрофритюрницы. И вот такая красота получилась. Кстати, за отзыв каждый покупатель получит от компании Рамит особый подарок – набор из щипцов и силиконовых прихваток. Скумбрия – рыбка очень полезная и бюджетная, а благодаря ее природному сильному вкусу она легко выдерживает компанию сильных вкусовых добавок. Так, скумбрия сама по себе жирная, готовить ее в аэрофритюрнице идеально. Список ингредиентов в описании под видео. Скумбрию я купила замороженную и дала ей оттаять медленно в холодильнике. Очищаю рыбу. Делаю надрез и извлекаю плавник. Снимаю кожицу и отрезаю голову. Провожу пальцами вдоль хребта, подрезаю у хвоста и вытягиваю кости вместе с плавником и внутренностями. Дочищаю остатки. Удаляю пинцетом оставшиеся кости, разрезаю тушку по брюшку, вырезая нижние плавники. Получилось аккуратное и чистое филе. Готовлю маринад. В ступку отправляю чеснок и очищенный имбирь. Добавляю цедру половины лимона для свежести. Всыпаю немного соли и растираю смесь до пюреобразного состояния. Добавляю горчицу и всыпаю орегано, перемешиваю.
Вливаю лимонный сок и соевый соус, перемешиваю еще раз. Распределяю маринад по рыбе, накрываю пищевой пленкой и оставляю минут на 15-20 насытиться. По желанию можно рыбу замариновать и отправить в холодильник на ночь. Перекладываю рыбу в сетчатый лоток аэрофритюрницы. Я размещаю в нем как раз 4 филе. Отправляю рыбу в аэрофритюрницу, выбираю режим приготовления рыбы, температуру поднимаю до 200 градусов. Во время приготовления лишний жир будет уходить вниз благодаря сетчатому лотку. Не в сезон шашлыков порой так хочется. Мой маринад плюс комплект шампуров аэрофритюрницы Рамит, и никто и не подумает, что шашлыки готовили не на костре. Нежные, сочные и очень ароматные. Список ингредиентов я оставила в описании под роликом. Режу ошеек на порционные куски. Чуть меньше, чем если бы я подготавливала мясо для костра, но все же довольно крупно, чтобы шашлык получился сочным и не сухим. Маринад для шашлыка очень простой, но с особенной специей, которая и придаст аромат дымка. Но сперва я нарезаю перьями очищенную луковицу. Отправляю лук к мясу, прожимая его в руках, чтобы он пустил сок. Всыпаю копченую паприку, она и сделает шашлык похожим на тот, что готовился на углях. Также добавляю кориандр, он прекрасно подчеркивает вкус свинины. Всыпаю перец и соль. Перемешиваю до распределения. На моем канале есть еще одно видео с маринадами для мяса. Целых 7 рецептов. Ссылку на него оставлю в описании, заходите. Теперь можно просто накрыть миску с шашлыком пленкой и убрать на ночь в холодильник, чтобы шашлык промариновался. Я же мясо завакуумировала, так оно промаринуется еще лучше. Приступаю к приготовлению. Достаю мясо и перекладываю его для удобства в миску. Надеваю мясо на шампура. Лук оставляю в миске, он уже сделал свое дело. Приспособление для шашлыка в аэрофритюрнице Рамит состоит из 2 дисков и 10 шампуров. Я буду использовать 5 шампуров, так как кусочки мяса я подготовила довольно крупные. Собираю приспособление для шашлыка. Устанавливаю в аэрофритюрницу, выбираю режим шашлык. Время увеличиваю до 25 минут под размер своих кусочков. Через 25 минут ароматный и сочный шашлык готов. Достаю его при помощи цанги и можно подавать. Друзья, в комментариях поделитесь, какой из этих рецептов приглянулся вам больше всего. Напишите, если вы сталкивались уже с этой техникой, напишите о своих впечатлениях. Или поделитесь, если об этой технике вообще слышите впервые. Ну а меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь Вкусная. Подписывайтесь, если вы на моем канале впервые. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных видео. Этому ролику поставьте лайк, если он вам понравился. Или поставьте дизлайк, если он вам не понравился. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Телеграме. Все ссылочки есть в описании под этим роликом. И присылайте мне свои фотографии. Я имею в виду свои фотографии с приготовленной вами едой, вкуснейшей едой по моим рецептам. Я обязательно буду делиться ими в своих историях, так что подписывайтесь и давайте общаться более интенсивно, более часто и более вкусно.